on my pillow, leave the winter on the ground. I wake up lonely. Великая сила искусства. Автор Айя, соавтор Адорада. Читает Кэт Вилд. Глава 4. Глава 3. Вечерний город вновь очаровал столичного агента. Пока они ездили, покупали еду и алкоголь. Чимин постоянно оглядывался по сторонам и внутренне восхищался. Хотя, что здесь было такого особенного? Те же огни, те же дома, те же улицы, что и везде. Но, может быть, все дело было в воздухе, в близости того самого океана? Из окон такси Тэхён показывал ему интересные места и здания. А когда они приехали к Золотым воротам, у Чимина перехватило дыхание. Да, этот вид был ему знаком, по открыткам, но живьем. Он поразил Чимина масштабами и свободой, яркими красками, отражающимися в воде огнями, будто вспышками величественного Красного моста и проезжающих по нему машин. Я посетил множество баров, но этот, похоже, лучший во вселенной, проговорил Чимин, взволнованно дыша. И пусть в этом баре виски приходилось пить прямо из горла, так даже вкуснее. Тэхён польщенно улыбнулся. Реакция ему была приятна. Он любил Сан-Франциско и щедро делился этой любовью. Вид, конечно, простирался изумительный. «Снимай туфли». Он и сам первым подал пример, разуваясь, когда они дошли до песка на набережной. Ноги утопали по щиколотку. Песок был не слишком горячим, но и не холодным. Агенты обошли несколько шумных компаний, и Тэхён остановился в спокойном месте. Кинул свой пиджак прямо на песок и подтолкнул к нему Чимина. «Садись, давай поедим. Хватит пить на голодный желудок». Тот уже сделал пару хороших глотков, поэтому и хихикал, как только босые ступни встретились с песком. «Что ты как моя мачеха? Мне полдня хотелось выпить», — проворчал он, но крайне очаровательно. «Сажусь вот, достаю еду. Смотри, доволен?» «Доволен», — хохотнул Тэхён. «Пей, но сначала поешь. А то наутро строгий агент опять будет на меня строго смотреть, мучаясь похмельем». Он упал прямо на песок рядом, нырнул в сумку за приборами, протянул их Чимину. «Приятного аппетита!» «Я в любой момент могу строго на тебя посмотреть, если захочешь», — заулыбался тот. «Даже сейчас». Он попытался, но виски и общая атмосфера явно мешали. Плохо получалось. Скорее забавно, чем строго, особенно потому, что Чимин после сам расхохотался, а его смех золотыми колокольчиками добавил этому вечеру красок. «Спасибо», — поблагодарил Чимин. «Тебе тоже». И все-таки принялся есть. Правда, часто отвлекался. То на ночную птицу, пролетающую высоко-высоко и оповестившую о своем присутствии громким криком, то на огни, которые плясали в подвижной воде, то на свое кольцо. «Кстати, как тебе?» — продемонстрировал Тэхёну свою руку, сунув под нос, чтобы тот лучше видел. «Очень красиво», — честно ответил тот. Не только про кольцо, сколько про самого Чимина, расслабленного, восторженного, со слегка растрепанной ветром челкой. Эту мысль следовало запить, и он сделал большой глоток, отобрав бутылку. Не стали уже коньяк брать, решили обойтись одной бутылкой виски на двоих. Когда Чимин отбирал ее обратно, то совершенно случайно коснулся пальцами пальцев Тэхёна и хихикнул, потому что тихонько икнул при этом. «Хорошо, правда?» — тихонько спросил тот. «Я часто приезжаю сюда ночами, когда нужно подумать или, наоборот, выгнать из головы лишние мысли. Если получится, я тебя как-нибудь приведу сюда встречать рассвет». Утреннее солнце, золотящий наползающий на город туман, тоже в своем роде незабываемое зрелище. Не такое яркое, как сейчас, но совершенно особенное. «Хорошо»,
согласился Чимин, сделав глоток. Знаешь, я привык решать дела очень быстро. Но почему-то мне сейчас не хочется, чтобы наше дело решилось. Я совсем с ума сошел. Он снова икнул, уже громче, и зажал себе рот ладонью, а глаза смеялись. «Магия Сан-Франциско», — уверенно заявил Тэхён. «Тебе помочь?» Потянулся к Чимину, не дожидаясь ответа, разом нарушая все личное пространство. Обхватил его голову обеими руками, мягко, но сильно сжимая замочками ушей, чуть ниже основания черепа. «Так лучше?» Чимин каким-то чудом не выронил бутылку, но пальцы дрогнули и перехватили ее в полете через долю секунды, а глаза расширились и перестали смеяться, потому что в них застыло что-то похожее на испуг молодого оленя, услышавшего хищный волчий рык из кустов. «Лучше», — выдавил он, когда понял, что икота отступила скорее от шока, чем от тэхёновых манипуляций. Тот мягко отвел руки, отстранился и лег обратно на песок. «Все хорошо», — уточнил он. Не мог не уточнить. Слишком уж резко у Чимина поменялся взгляд. «Может, деликатнее было бы промолчать?» «Я тебя не напугал?» «Нет». Чимин отвернулся, зарываясь пальцами ног в песок. Мог бы и голову туда засунул бы. «Я просто не очень люблю, когда меня трогают без предупреждения», — выговорил, слегка успокоившись и сделав еще один глоток. «Ну, все хорошо. Помогло же?» «О, тогда я постараюсь придержать свою тактильность». Тэхён зачерпнул песок ладонью, просеивая сквозь пальцы. Благо, есть они уже закончили. «Хорошо, что сказал. Можешь просто предупреждать», — отозвался Чимин и прикусил себе язык, превратившийся, кажется, во врага. «Окей, я понял. Если все же придешь ко мне в гости, нужно будет предупредить, чтобы на тебе никто не повис. А, кстати, историю про машину рассказывать?» «Давай». Чимин слегка расслабился, повернулся к собеседнику, устроился. «Я тоже могу что-нибудь рассказать, если захочешь». «Хочу», — легко согласился Тэхён. «Ты вот все время вспоминаешь про своего Ким Намджуна. А у меня есть друг, Пак Сак-джун. Он меня воспитывал. С моих...» Он задумался, загибая пальцы. 14. Мы росли по соседству, и когда родителей не стало, я категорически отказался к деду в Техас ехать. Ну и Паки взяли меня под крыло. Саджун постарше меня, он уже почти взрослый был на тот момент. Я за ним ходил хвостом. Как он умудрялся с девчонками встречаться, не представляю. Но, в общем, умудрялся и довстречался до того, что у него дочь. Прелесть, что за девочка, ей уже почти 16. С женой у него не сложилось, развелись, а дочь живет с ним. Это была предыстория. Он протянул руку за бутылкой, не касаясь Чимина, глотнул и продолжил. Примерно год назад она сбежала с парнем постарше. Романтика, первая любовь, вот все это. Саджун чуть с ума не сошел. Позвонил, когда я в командировке был. Шеф меня чудом потом не выгнал. На самом деле я чуть не сорвал операцию, но вернулся. Нашел девчонку в соседнем штате, какой-то хиповской коммуне, под наркотиками. Приволок домой. Тэхён ненадолго замолк, вновь отчетливо ощущая свой страх за ребенка. И закончил уже скомканно. Ну и после этого Саджун прикатил мне машину. Благодарность. На день рождения. Как интересно получается у тебя. Есть друг по фамилии Пак, а у меня Ким. В очередной раз удивился Чимин таким совпадением. Хотя я понимаю, почему ты называешь его другом, когда он вполне может называться твоим братом, твоей семьей. И ты очень хороший друг, кажется. Ну или брат. Он потянулся за бутылкой, но быстро ее вернул. А что случилось с твоими родителями? Или тебе тяжело об этом рассказывать? Так проще, чем объяснять, почему я зову его братом, а у нас разные фамилии. Тэхён пожал плечами.
Но дома я зову его братом и считаю таковым. Он меня человеком сделал. И вздохнул. Родители. Они затонули на яхте, празднуя годовщину свадьбы. Хотели побыть вдвоем, меня оставили дома. Он сделал большой глоток, закашлялся, отвернувшись. Рассказывать было не тяжело, но вспоминать до сих пор больно. Наверное, всегда будет больно, даже если еще 20 лет пройдет. «Теперь ты мне о чем-нибудь расскажи», — попросил Тэхён, глубоко вздыхая, чтобы удержать голос. «Лучше о хорошем», — оставалось непроизнесенным. «Мне очень жаль», — искренне сказал Чимин, посмотрел на бутылку виски, которая опустела уже почти наполовину. «Могу рассказать, как я первый раз напился. Это наша семейная трагикомедия, потому что мне было 6,5 лет. Как раз родилась моя сестра. Родители привезли ее домой и пригласили гостей, чтобы отпраздновать. Потом все уснули, а я все никак не мог уснуть. Ночью пробрался в столовую, нашел там бутылку виски и решил, что это должно быть очень вкусно. Налил самую большую кружку, выпил 2 глотка. Хотя, если честно, я даже не помню, почему я не выплюнул эту гадость. Ведь, что тут вкусного? Это понимаешь только в зрелом возрасте, в правильной компании и со льдом. Он улыбнулся, зачесал растрепавшуюся челку назад. Потом я почти ничего не помню. Но перед тем, как меня обнаружили в бессознательном состоянии, со слов родителей, я перемыл весь дом, постирал вещи, в том числе и те, в которых пришли гости, укутал маленькую сестру и переставил ее кроватку ближе к камину. Мне долго промывали желудок, и я еще лет 15 вообще не мог смотреть даже в сторону алкоголя. К концу этой истории Тэхён уже смеялся в голос, вытирая выступившие от смеха слезы. «Бедный, это же надо! Какой ты хозяйственный, оказывается!» Вечер был таким уютным, таким неожиданно откровенным, что хотелось бы остановить это мгновение. Но Тэхён посмотрел на часы и с грустью заметил. Уже начало 11-го. У нас самолет только в 9 утра. Мы еще успеем выспаться. Почти капризно отозвался Чимин. Да, я помню, что я говорил, но спать сейчас ехать вообще не хочется. Давай еще посидим. Самолет в 11, поправил Тэхён. Давай. Только скажи, если начнешь замерзать. У нас постоянно туманы. А как ты познакомился со своим другом? Если никуда не надо торопиться, Тэхён был совсем не прочь послушать еще. Чимин потер ладонью лицо, от алкоголя оно раскраснелось, и холода он совсем не ощущал, скорее наоборот. Точно, в 11. Хорошо, что напомнил. Я бы тебя завтра торопил и переживал, что мы опаздываем. Хотя я всегда приезжаю в аэропорт очень заранее, особенно в Вашингтоне. Там всегда пробки. А с Намджуном я познакомился в академии, когда меня пригласили в бюро. Он лингвист, но мы как-то сразу друг друга в толпе заметили. Может, по разрезу глаз. Намджун умный парень, 5 или 6 языков знает и учит еще несколько. Иногда мне кажется, что у нас время в сутках течет по-разному. У него оно какое-то особенное, потому что в один день он умудряется и поработать, и с сыном позаниматься, и рассказ написать, и в музей сходить, и книгу прочитать, а потом еще со мной встретиться под самый вечер и пройтись перед сном, все это рассказывая. Да, он тоже развелся, стремительно женился, а потом также стремительно развелся. Сына оставил себе, потому что у его матери там все совсем плохо с социальной ответственностью. Чимин махнул рукой куда-то в сторону. Иногда я даже сожалею о том, что он выбрал такую специализацию, и мы не напарники. Хотя в искусстве он разбирается побольше меня. Да и вообще весь такой. Знаешь, солидный. Я бы очень хотел ему сейчас просто позвонить. Жаль, что нет такой возможности. Из отеля наберу, если трубку снимет.
В Вашингтоне-то уже за полночь. Тэхён выслушал внимательно, серьезно, но свои выводы оставил при себе. Спросил только с какой-то уже не очень трезвой обидой в голосе. Вот что им нужно, этим женщинам, а? Что твой Намджун, что мой Саджун. Умные, серьезные, состоявшиеся, заботливые. И чего им не хватает, что такие хорошие люди остаются одни? Просить его полегче, зафырчал Чимин, потянулся к виски. Я вообще-то не очень понимаю женщин и мало с ними общался. Ну, мачеха и сестра не в счет. Ничего против я, конечно, не имею, но понимать их меня вообще как-то не тянет. Была всего одна прекрасная блондинка, на которую я смотрел с восхищением. Мне было 18, а она на экране. Сейчас ее вообще больше нет на этом свете. На экране? Тэхён поднял бровь. Джентльмены предпочитают блондинок? Он почти фыркнул, но тут же подсчитал даты. Правда? Она? Она, кивнул Чимин. Но первое, что я увидел, зудь 7-го года. А потом некоторые любят погорячее. Там и пропал. Папа вспоминал, как я потом прибежал к нему и расцеловал за то, что мы живем в Америке. Совсем голову снесло. Сейчас я понимаю, что это было глупо и смешно. Но я ведь серьезно думал, что найду ее, и мы поженимся. Ох, за юношеским идеализм, провозгласил Тэхён, запивая тост. Так, давай, срочно о хорошем. А давай. О луне? Чимин упал на спину, устроился на песке и ткнул пальцем в звездное небо. Она всегда такая разная. Ты не замечал? Да, я знаю. Почему? Но я не о форме. Я скорее об ощущениях. Иногда она пугает. А иногда такая ласковая, когда я не могу заснуть, я ищу ее взглядом и просто смотрю. И не могу оторваться. Может быть, мне стоило пойти в космонавты? Был бы там, как Армстронг. А может быть, совсем скоро. Мы будем летать туда по желанию и даже сможем там обжиться. Я в детстве читал книги о Марсе. Тэхён прикрыл глаза. Тоже думал, было бы здорово там оказаться. Но тогда это казалось такой фантазией. Удивительно, да, как быстро изменился мир. Люди на Луне — реальность. Он помолчал, посмотрел на спутник Земли сквозь пальцы. Сегодня она такая ласковая. Идеально, правда? Ласковая луна, шум волн, которые вроде тихие, но перекрывает звуки города. Да, жаль, что время не может остановиться, согласился Чимин, слегка жмурясь. В лежачем положении его слегка клонило в сон. Все-таки день был не из легких, перелет этот еще, смена часового пояса. Я тоже недавно об этом думал. Хорошее место, хорошая компания. Пробормотал Тэхён и надолго замолчал, пропуская этот момент времени через всего себя, впитывая ощущения и запоминая их. Всплывшая мысль была неожиданной и не отличалась тактичностью, но выпитые виски вполне позволило ее озвучить. «Слушай, Чимин, а ты вообще с девушками встречался?» «Нет». Ответ был предсказуем и тих, словно показалось, что это не слово сорвалось с губ, а волна ударилась о камни там, где они сменяли песок, далеко-далеко, что отсюда и не видно в темноте. «О, как же, ну...» Тэхён заставил себя проглотить вопрос. «Извини, кажется, я лезу не в свое дело». «Ты про секс?» — уточнил Чимин, собрав все смущение в кулак. «Я вообще придерживаюсь мнения, что это недопустимо до свадьбы. Хотя я пытался. Точнее, Намджун пытался оставить меня пьяного с девушкой наедине. Но ни черта не вышло. Дурацкая была затея. Он сам потом жалел и извинялся. В наше время нечасто можно встретить такую принципиальность», — заставил себя выдавить Тэхён.
Надо же было что-то ответить на это заявление. 32 года, престижная работа, роскошная внешность. И этот парень был девственником. Воистину, Вашингтон – страшное место, если там было такое возможно. Тэхён возблагодарил небо за то, что родился и жил в Сан-Франциско. Мысль о том, что Намджуну, возможно, стоило оставить красавчика-друга пьяным, не с девушкой, а с парнем, он изгнал как недопустимую. «Сколько у тебя их было?» — спросил Чимин, без желания осуждать за любые цифры. Просто ему было действительно интересно. Он уже был пьян, но не настолько, чтобы рассказывать о том, что сам жалел, и извинялся уже перед Намджуном, когда поцеловал его. И без поддержки алкоголя, конечно. «Да я не считал», — как-то растерянно отреагировал Тэхён. «Я вообще довольно влюбчивый. Легко увлекаюсь и по юности покуролесил, конечно. Но знаешь, когда воспитываешь девочку, по-другому начинаешь смотреть на такие вещи. Как-то осознаннее, что ли. Знаю. У меня есть ведь младшая сестра». Чимин приподнялся, снова сел и протянул ему остатки виски. «Давай допьем и поедем спать, а то не видать нам завтра Алабамы». Тэхён принял бутылку, сделал пару глотков. «Давай, у тебя будет второй перелет за 2 дня. Это все же тяжело. Я заеду за тобой в гостиницу утром». «Я люблю летать», — отмахнулся Чимин и быстро помог ему допить виски до дна. Удивительное дело, что после такого они не уснули прямо под мостом, а оказались в своих кроватях. Чимин очень активно собирался позвонить Намджуну, невзирая на поздний час. Ну, хорошо, что уснул, не дотянувшись до трубки. But it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out. Make believing we're still together, that I'm sheltered by your heart, but in and outside I've turned to water.